От пациентки болела с 7 ноября с поднятием температуры на 1 день, далее врач 13 ноября прописал амоксициллин. 4 дня пропила, началась крапивница. 25 числа прописали джозамицин, пропив его 1 декабря сделала КТ, на КТ признаки вторых-сторонней полисегментарной пневмонии, деградативные изменения грудопоясничного отдела позвоночника, единичные булы субплевральные, киста почки 19 мм, после лечения воспалились лимфоузлы незначительно, СП в норме, АЛЕ норма, по анализам повышение лейкоцитов, эритроцитов, пониженные нейтрофилы, все онкологии, очень переживаю вплоть до панических атак. Интересует именно вероятность наличия онкологии, не смогла прикрепить анализы крови, если они важны. Тест на ковид был отрицательный. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 37 лет, дата исследования 1 декабря 2023 года. Область исследования – органы грудной клетки при мультиспиральной компьютерной томографии, с использованием реконструкций в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях, построением трехмерной реконструкции, органов грудной клетки, легкие расправлены, пневматизация легочной ткани неравномерна. С обеих сторон выявлены многочисленные участки инфильтрации легочной ткани по типу матового стекла на фоне ретикулярных изменений. Вовлечение в процесс правого легкого, верхняя доля 4%, средняя доля 3%, нижняя доля 2%, левого легкого, верхняя доля 3%, нижняя доля 12%, общий балл поражения 6. На верхушках легких единичные булы до 5 мм. Ход и проходимость трахеи, главных и долевых, сегментарных бронхов не нарушены, стенки их уплотнены. Средостение не смещено и не расширено, новообразований в нем не визуализируется. Внутригрудные лимфатические узлы не увеличены, обычной формы и структуры. Жидкости в плевральных полостях и перикарде не выявлено. Костных травматических и деструктивных изменений не определяется. Умеренно выраженные дегенеративно-дистрофические изменения грудного отдела позвоночника, сердца, аорта без особенностей, диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. В левой почке киста 20 мм заключения, КТ-картина двухсторонней полисегментарной, вероятно вирусной пневмонии, легкой степени тяжести КТ-1, с вовлечением в процесс 24% легких, кисты левой почки. 20 декабря 2023 года к М.Н. доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога: на КТ у вас признаки пневмонии, с вовлечением в процесс до 24% легких. По этому поводу нужно лечиться у терапевта. Убедительных данных за онкологию нет. Для контроля кисты почки достаточно сделать УЗИ, будет хорошо видно ее. Булы в легких мелкие, какого-то значения они не имеют. Вопрос пациентки, то есть, рака в данный момент нету. И когда рекомендовано повторное КТ для контроля картины? Ответ к М.Н. Котова М. Нет, через 1 год.